Однажды, путешествуя по локации зоны отчуждения, в ее самом отдаленном районе от рыбака Тихона можно наткнуться на пролом в ограждении и трубы, ведущие от нефтеперерабатывающего завода к Мерзкому на вид болоту. В сегодняшнем ролике мы поговорим о том, какие секреты и опасности скрывает от вас локация Лабиринт, как правильно ее обследовать и какую награду вы за это можете получить. У микрофона Марк, он же Ананасик, заваривайте себе кружечку горячего чая и приятного просмотра. Локация Лабиринт с момента ее появления в патче 0.53.4 уже претерпела не одно обновление, которое значительно усложнило пребывание игроков в ней. Спустя несколько итераций обновлений, это уже не то легкое место на подъем, но и списывать его со счетов не стоит. Зная быстрый маршрут, можно легко дополнять круг по зоне походом в подземелье. Но давайте изучать все по порядку. И начнем мы по традиции с необходимого снаряжения. Если опытные игроки уже точно знают, что необходимо брать с собой, так как выучили маршрут наизусть, то для новичков первые шаги в данном месте будут опасны и трудны. Совершить вылазку в лабиринт вы можете персонажем любого класса, так как каждый обладает уникальными способностями, которые могут вам помочь в той или иной ситуации. Но лично мой совет – первый свой поход в зону стоит совершить, используя инженера и его возможности ставить мобильную точку возрождения, которая нивелирует особенность точек появления в случае смерти вашего персонажа внутри лабиринта. Рассмотрим медикаменты, которые стоит взять в рейд. Важнейшей составляющей для нашего похода будут аптечки. Так как первая вылазка будет сложной и болезненной, то брать их нужно с запасом, а лучше иметь не только обычные аптечки, но и улучшенные в инвентаре учетной записи, которые вы сможете достать в любой момент времени и не бояться, что они выпадут. Бонусом к аптечкам стоит положить бинты, которые могут снять высокое кровотечение в случае необходимости. Также будут полезны лечебные стимуляторы, которые помогут вам пережить некоторые нестандартные моменты игрового процесса. Обязательно возьмите стимулятор Шила, который поможет вам находиться в постоянном движении, не останавливаясь переводить дыхание, тратя на это драгоценное время. Также в рюкзаке стоит закинуть несколько синих антидотов, которые снимут отравление, если вы забудете надеть маску, и антирад, чтобы снять радиационное поражение. Так как путешествие будет долгим, стоит подумать о провизии, которая может внезапно снизить вашу грузоподъемность и выносливость, поэтому возьмите с собой несколько бутылок воды и любую еду. Как и в зоне, так и в лабиринте необходимы гайки, на которые не стоит скупиться, а лучше взять с запасом. В лабиринте почти нет места с радиоактивным излучением, но в рюкзаке все равно необходимо закинуть противогаз, который будет вам нужен в определенном месте. Все остальное время вы будете использовать любую балаклаву или маску. Благо щедрость выбора позволяет нам разнообразить наш гардероб. По лабиринту, как и по всей зоне, разбросаны артефакты шар, поэтому не будет лишним взять несколько маленьких контейнеров, а также один средний, который нам понадобится для особенного места. Так как у вас может появиться необходимость защищаться от других игроков, стоит взять одно из 4 разрешенных орудий. Вам доступны нож НВ1, кастет, кирка и лопата. Выбор будет за вами. Нужное нам место находится в самом отдаленном уголке зоны отчуждения в квадрате D10.8, путешествие которому занимает определенное время. Но не стоит безумно бежать по прямой, так как на пути к цели разбросаны опасные аномалии пресс, которые не оставляют искателям приключений второго шанса, из-за чего ваш путь придется начинать заново. Все гравитационные аномалии имеют характерный звук, который сложно спутать с чем-либо другим, поэтому внимательному игроку будет сложно в них попасть. Дойдя до нужного квадрата, нам будут нужны сточные трубы, идущие к озеру от завода сквозь пролом в ограждении. Но не спешите бежать вглубь, так как опасность лабиринта начинается сразу за этим забором. Пройдя несколько метров, вы встретите первую аномалию десятина, которая, как следует из названия, убивает вас через 10 секунд после активации, независимо от ваших действий. Чтобы ее деактивировать, нам понадобится бросок гайки, которая разряжает ее на некоторое время, после чего сквозь нее можно пройти не боясь. Пройдя вглубь, вы станете на распутье между 3 входами, но будьте осторожны. Посередине данной поляны расположилась аномалия пресс, из-за чего ходить можно только по краям. Выбирайте любой вход, так как для первого знакомства разницы не будет. Внутри нас встретит холодный, мрачный, пугающий своим видом тоннель, уходящий вдаль. Буквально со входа все будет показывать вам чужеродность данного места. Темноту туннеля то и дело будут пробивать
токсично-зеленые лучи люминесцентной породы и крики обитателей данных подземелий. Поистине ужасающее зрелище. Начав движение из безопасной зоны, не забудьте активировать маску, так как вся территория внутри окутана токсичным туманом. Также советую установить маркер на вашей карте в ПДА, дабы иметь представление, где примерно находится вы. Пройдя пару поворотов из-за угла, на вас может выскочить единственный страж данного места – Слухач, один из самых уродливых монстров в игре. Рассол с грызунами дало ему безупречный слух, который он то и дело будет использовать для поиска жертвы, а также мощные клыки, удар которыми наносит серьезный урон, почти не зависящий от элементов защиты на вас. К тому же, каждый укус слухача может открыть серьезное кровотечение. Даже для игроков высокого уровня данное порождение подземелья представляет опасность, не говоря уже о низкоуровневых персонажах, которые будут умирать от 2 ударов. Поэтому самой простой и эффективной тактикой противодействия им будет простое сверкание пятками. К сожалению, в последних патчах данные монстры стали куда умнее и проворнее, из-за чего их стало не так легко сбросить с хвоста. Также вы можете пройти рядом с ними на приседе, отвлекая их внимание бросанием гаек им за спину. Но какими бы сильным противником ни казался Слухач, в туннелях обитает более страшное зло, которое куда опаснее четвероногого друга. Это подлые аномалии, разбросанные то тут, то там. К уже попавшимся нам десятинам, которых в данных туннелях пруд-пруди, из-за каждого угла на нас может выскочить медуза. Безумно быстрая, не щадящая никого на своем пути. Ее электрические щупальца снуют по всей ширине туннеля, нанося жалящие электрические удары, вышибающие очки здоровья за секунды. Опасная и одновременно завораживающая картина. Но это не единственная электрическая аномалия в лабиринте. Бродя по темным туннелям, нам также встретится аномалия Шила и электрический шар. К счастью, данные виды электрических порождений не так смертельны по сравнению со своим старшим собратом. Если до этого момента вы еще ни разу не умирали, то сразу стоит сказать о механике возрождения в лабиринте, а именно абсолютно случайная точка, недалеко от места смерти. Да-да, вы не появитесь на точке входа, а можете наоборот отлететь куда дальше, поэтому стоит ориентироваться на точку смерти, отмеченную на карте, чтобы иметь представление, где вы есть и куда вам бежать дальше. Исследуя лабиринт, сначала не будет понятно, где же находятся ресурсы, но все тайное рано или поздно становится явным. Заглянув за валуны, разбросанные у стен, можно найти лежащие маленькие или большие NDP камни. Они лежат почти под каждым валуном, что делает их самыми легко собираемыми ресурсами. Но не камнями едиными можно разжиться в данном месте. Путешествуя по локации, можно наткнуться на ярко светящиеся зеленой люминесценцией места, при изучении которых можно обнаружить средние и большие NDP кристаллы. Они куда ценнее и дороже обычных камней, но их количество сильно ограничено, поэтому советую запоминать места их появления, а лучше ставить отметки в ПДА. Помимо камней и кристаллов, в отдаленных темных тупиках появляются синие и красные шары, которые станут приятным дополнением ко всему собранному до этого. К тому же, в глубине лабиринта скрывается особый, уникальный артефакт, о котором мы поговорим позже. Всего, пройдя весь лабиринт, вы можете собрать около 300 маленьких и 60 больших камней, 14 средних и 2 больших кристаллов, и 15 шаров. Если шары в локации будут появляться регулярно, как и на поверхности, то с NDP камнями и кристаллами все иначе. Для каждого персонажа доступно только одно поднятие данного ресурса в сутки, поэтому нет смысла стоять и ждать их появления после подбора. Побродив некоторое время по закоулках лабиринта, у вас появится мысль, а что если бы найти безопасный быстрый путь для исследований? Давайте внимательно рассмотрим карту данного места. Лабиринт можно разделить на 3 тира. Первый тир, он же бомжатник, самое легкое место, которое доступно каждому, кто заходит в лабиринт, используя левый вход. Буквально пройдя пару поворотов, можете забрать 3 средних и 1 большой кристалл. Если вы не планируете спускаться ниже, то можно выйти обратно в зону. Второй тир уже более объемный, в нем можно собрать еще 6 средних кристаллов. И наконец третий тир дает нам возможность собрать еще 5 средних и 1 большой кристалл. Но там же на нем и расположен телепорт, который ведет в секретную комнату, в которой находится артефакт диск. Имея на руках карту и определившись с количеством тиров, которые вы хотите осмотреть, можно приступить к построению безопасного маршрута. Но, как известно, в теории все всегда легко, так что предлагаю проверить данный маршрут на практике. Как и говорилось раньше, начнем по очередности тиров. Чтобы
обыскать бомжатник, заходим через левый вход и определяемся на карте, где мы появились. Итак, начнем движение. Сразу со входа нам необходимо повернуть налево и зайти во второй правый поворот. Он будет на распутье. Внимательно следите за дорогой. Посередине будет находиться десятина. Двигаясь до упора по туннелю и забираем на стене средний кристалл. Возвращаясь, на таком же пятаке можно забрать большой камень. Вернувшись обратно, на перекрестке идем вправо и прямо, не сворачивая по туннелю. Но будьте внимательны, посередине расположились еще две десятины. Зайдя в большую комнату со светящимся столбом, сначала обезвредите десятину, которая висит посередине прохода. Один средний кристалл будет ждать нас в конце комнаты за камнем. Подойдя к столбу, можно забрать еще один средний и один большой кристалл. Как видите, слухач не отстает все это время. В комнате также присутствует несколько больших камней. Завершив осмотр, необходимо вернуться к месту входа, но внимательно смотрите за десятинами, так как они очень быстро появляются снова. Итак, в кармане у нас 3 средних и один большой кристалл. Теперь стоит выйти из лабиринта и зайти в правый вход. Оказавшись внутри, также определимся, где мы на карте, прежде чем начать движение. Двигаясь вперед, не забудьте сбить паутину, которая раскинулась на весь проход. В темном коридоре нам нужно свернуть направо и следовать вдоль траектории полета аномалии Шила до самого конца туннеля. Перед тупиком поверните еще раз направо. Ориентиром правильного направления будет труп, сидящий у камня. Пройдя чуть дальше, вы заметите явную рамку, в которую нам нужно зайти. Попав в туннель, нам нужно держаться левой стороны и войти в первый поворот слева, который ведет в большую комнату. Будьте осторожны, на входе в комнату висит десятина. Внутри комнаты нам будет нужен полукруглый столб. Будьте осторожны, так как аномалия, которая летает вокруг, очень сильно бьет огнем. На столбе забираем средний кристалл. Двигаясь обратно, будьте осторожны, так как десятина быстро появляется обратно. Выйдя назад, все так же поворачиваем влево. После этого поворачивать все время нужно будет вправо. Пройдя туннель, вы увидите светящийся столб, к нему нам и нужно. На нем поворачиваем вправо и в конце туннеля с зеленой жижей забираем средний кристалл. Возвращаемся и снова поворачиваем вправо, куда указывает большая часть столба. Дальше снова вправо и по винтовому туннелю спускаемся на более нижний этаж. Внизу также поворачиваем направо, но будьте осторожны, прямо в арке расположилась подлая десятина. В комнате с трубом нам нужно пробежать прямо вдоль него. И на следующей развилке поворачиваем в самый правый вход, в комнату с 2 бассейнами. Внутри нам будет нужен светящийся столб, у основания которого лежит средний кристалл. Будьте осторожны, так как по комнате летает аномалия шар. Двигаясь обратно, нам нужно пройти следующий проход на развилке. Он будет ярко подсвечен. Впереди в темном туннеле находится глубокая дырка, через которую нужно перепрыгнуть. На круговом перекрестке сразу сворачиваем вправо и на следующем влево. Слева будет сразу видно другую текстуру пола, а поднявшись выше, вы заметите дыру, в которую мы позже спустимся. Пробегаем мимо и заходим в комнату слева. В ней нам будет нужен столб, в нижней части которого забираем средний кристалл. Теперь, выйдя из комнаты, поворачиваем вправо и возвращаемся к дырке в полу. Чтобы спрыгнуть в нее, нам нужно стать в ней со стороны, с которой мы к ней первый раз подбегали. Далее увидеть небольшой выступ на стенке и спрыгнуть на него. Снизу обычно сидят 2 слухача, отвлечь которых можно броском гайки. Спрыгнув вниз, вы увидите, что с одной стороны расположен телепорт, а с другой стороны на стене будут находиться большие камни и 2 средних кристалла. Но бывает так, что слухачи не хотят реагировать на гайку, или только один из них реагирует, потому есть решение данной проблемы. Спустившись вниз, сразу бежим к телепорту. Нас перебросит фиксированно в одну точку. Далее, идя по правой стороне стены, доходим до места, где находится вход в комнату, а там вы увидите уже эту дырку. Проделав пару раз такой фокус, слухачи выбегают из дыры, и вы можете в гордом одиночестве забрать все, что по праву принадлежит вам. Выбираемся все тем же способом. На этом второй тир облутан. Сразу перейдем к третьему. С места, куда вас перебросил телепорт, сразу бежим вперед. Не сворачиваем влево, а проход чуть правее и сразу прямо.
И по этому тоннелю, не сворачивая, движемся до самой комнаты, которой также проходим насквозь. В ней много больших камней, но приставучий слухач будет мешать их собирать. Если же его нет, то милости просим к сбору камней. Двигаемся по туннелю до самого упора. На перекрестке поворачиваем влево, так как справа будет тупик, и движемся по правой стороне. В тупик за камнем поднимаем средний кристалл. Теперь, развернувшись назад, идем все так же по правой стороне в первый поворот. Войдя в комнату с полукруглым столбом, на нем забираем средний кристалл. Будьте осторожны, так как по комнате пролетает электрический шар. Когда осмотр комнаты завершен, ориентируемся по трупу на полу. Нам нужно идти в сторону, в которую смотрят его ноги. На повороте сворачиваем направо и движемся по уже пройденному ранее маршруту, не сворачивая до самого упора, пока не придем к трупу. Здесь, согласно карте, поворачиваем вправо, а еще раз вправо, пока не выйдем в большую комнату. Будьте осторожны, так как на входе висит десятина. Выйдя из комнаты на развилку, нам нужно будет идти прямо. Будьте внимательны, не запутайтесь на двух развилках. Они ведут к тупику, так что легко вы не уйдете, но время потратите. В конце туннеля вы упретесь в перекресток с трупом. Тут нам нужно повернуть вправо и дойти до тупика. На стене нас будет ждать средний кристалл. Теперь, развернувшись в обратную сторону, нам будет нужен второй поворот влево. Но будьте осторожны, так как на повороте висит десятина. Двигаясь по правой стороне, мы выйдем в комнату, посередине которой будет стоять светящийся столб. Не спешите к нему бежать, а сначала сбейте десятину с его правой стороны. С двух его сторон находятся два средних кристалла и большие камни. Забрав кристаллы, поднимаемся наверх и, сбив в арке две десятины на ее светящейся стене, забираем большой кристалл. Итак, все кристаллы найдены и забраны. Осталось найти вход в комнату с артефактом диск. Для этого спускаемся вниз и идем в левый проход. Будьте внимательны, так как посередине пути будет висеть десятина. А также аномалия медуза летает сквозь этот проход, так что лучше дождаться, пока она уйдет вам за спину. Зайдя в проход, проворачиваем вправо и выходим в комнату с аркой. Ее нужно обойти справа, так как слева висят две десятины. За аркой расположен телепорт, который ведет в комнату с диском. Но в отличие от предыдущих телепортов, данный является случайным и может переместить вас в еще два места. К счастью, имея карту, вы можете спокойно понять, как вернуться к телепорту и попробовать заново. Но попав в темное место, считайте, вам повезло и лабиринт над вами смилостивился. Теперь нужно переодеть маску на противогаз и разобраться, как попасть на платформу посреди комнаты. Если вы инженер, вы можете провернуть трюк с МТБ, дабы сначала разобраться, что и куда. Сложив кристаллы в мешок, так как если вы упадете, считайте, вы потеряли то, что выпало. Итак, на балконе слева будет расположен выступ. С разгона нужно запрыгнуть на стену и, пробежав некоторое время, упасть на следующий, расположенный чуть ниже. Далее проделать этот фокус на более нижней платформе. Она уже в свою очередь будет расположена на уровне с платформой, на которой расположен диск. Остается за малым перепрыгнуть с одного мостика на другой. Далее на постаменте или возле него на полу будет лежать искомый нами предмет. Артефакт диск, порождение данного места, похожее на сплюснутую ракушку, симметричной формы, выделяет сильную радиацию, стоит 30 тысяч жетонов и для переноски требует средний контейнер. Забрав диск, нужно прыгнуть в телепорт, который в свою очередь выведет нас почти к самому началу нашего пути. Пройдя пару поворотов, вы окажетесь на том же месте, где начали свой путь, зайдя в правый вход. Итак, выбравшись на поверхность и избавившись от приступа клаустрофобии, давайте подведем итог. За потраченные полчаса времени минимальная прибыль от сбора только кристаллов составит 90 тысяч жетонов. Собирая по дороге NDP камни и артефакты, вы только увеличиваете прибыль. А артефакт-диск можно выгодно продать на комиссии. Запомнив правильный маршрут, пробежав по лабиринту, будет не сложнее, чем любую другую локацию. Надеюсь, моя информация была для вас полезна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте оценки и пишите комментарии. Желаю вам удачной игры, друзья, и до скорых встреч!